должны быть святые. Ну да, даже это, смотри, когда дается задание на самокоучинг, ну, когда ты сам себе вопросы задаешь, и потом, когда тебе эти же вопросы задает просто в сессии другой человек, это вообще просто, ну, считается, что самокоучинг, он где-то 20% результата. Но когда вот так вот прям работает, ну, это вообще просто результат совсем другой. И, как я понимаю, ну, для тебя давно уже, да, никто сеансы не вел? Когда Да, это было в последний раз? года 1,5 назад, наверное, или годик назад, наверное, кто вел. Ну да, Я то есть даже ты не уже привык, что припомню, ты я даже не припомню, чтобы для меня кто-то вел. Мгм. По-моему, вот Что-то это раз был еще. По-моему, мы для тебя так и не работали. А Тарас Мне кажется, один какой-то был в прошлом году, может быть, или позапрошлом году. С кем? Ну, вот где-то на краю сознания что-то припоминаю, но не пойму кто. Может, был. А в основном, Так да, никого это не было. Мне кажется, ну а кто Ну, мог вести, если ты... кто для тебя мог вести ладно. год Ты назад? или Я точно не вела. Наташа не войдет. Но Не, только Наташа не только в вела, потому что начале. она беременная была. Только в начале, значит. Да, С кем я Тарас. с кем я первым проходил? Не Тарас, Тарас, по-моему. Да, Тарас вел, по-моему, да. Первый это было Ну, с Лидой, по-моему, или как её. И это, да. ну тогда, Жень, я тебя очень благодарна за, ну, твое доверие. Да, то есть ты уже за столько времени привык, как бы, что это все, там, ты должен там, ну, как-то. И вот прям за то, что так доверился, да, я тебе очень благодарна. В принципе, я думаю, с этим проблем нет. Мы такие люди, которые друг другу доверяем. И наша взаимопомощь — это для меня естественно. Тогда начнем. Хорошо. Тогда моя цель сеанса стать свободным творцом, полноправным хозяином моей души, моего физического тела и моего личного пространства. Не допускать, чтобы мной управляли как марионеткой. Хочу достичь комфорта и легкости, убрать скованность, страхи, быть уверенным в себе, вернуть настройки иконы первотворца жизни, убрать гипноз, отказаться принимать его на любом уровне и в любом времени. Хочу вернуть мою жизнь и мою гармонию с моей половинкой, с моей Валерией. Хочу расторгнуть контракты с антимиром и выполнить миссию души. Аспекты. Первый аспект. Первый связанный с этим боязнью предать родину. После того, как провели этот сеанс, у меня всплыло стих из кинофильма «Брат 2», в котором были слова о любви к родине, о том, что всех люблю на свете я. Виктория, если ты знаешь, то там сводится к тому, что у меня есть огромная семья, и травинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое — это все мое родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Я думаю, что этим я как бы принял на себя любовь как к всему, в том очень и антимиру, в чем я отказываюсь от этих воздействий, от гипноза, от НЛП-программирования. Искажения убираю из моих пространств. Также всплыла песня из ДДТ Шевчука «Родина». Слова, в частности: «Еду я на родину, пусть кричат: Родина, она мне нравится». Также выбираю восхищение, воздействие. Также выбираю все чужеродное, как и в первом аспекте. Третий аспект. На сеансе Виктория спрашивал, зачем мне помогать Диме. Был ответ: разобрать Аримафейского. А по отношению к его сестре Инне проявить решительность.
Хотелось бы знать, что значит разобрать Аримафейское по отношению к меня и Диме. Если у меня какие-то контракты с Димой или Антимиром связаны с этим, с моей обязанностью, хочу это разобрать, обличить и расторгнуть. По отношению Димы и Инны я решил и поставил в их известность, что доделываю обещанную работу и прекращаю на них работать. Если есть какие-то договоренности против моей души и свободы, хочу обличить и отменить. Прошу у Валерии прощения за негатив, когда мы ссорились. Убираю воздействие, также воздействие интерферентом. Отдаю карму истинным виновникам. Сон. Как будто я воспитывал 2 сыновей, старался, чтобы они не заразились программами антимира. Какие-то были разборки, как будто кого-то из них настроили против меня. Обличаю, что это было во сне, воздействие, отторгаю, очищаю. Если есть зацепки, мои ошибки, хочу осознать их и исправить. 7. Чувствую давление, скованность, как тиски, звон в ушах. Хочу увидеть истину, убрать саботаж, отторгая воздействие, возвращая настройки жизни, преданность высшим целям моей души, возвращая все частицы моей души из всех пространств, где я их оставил, также потенциал весь я возвращаю. Всю чужеродную энергию, карму отдаю истинным виновникам. Все. Жень, ну и обычный вопрос, да, для чего тебе это все? Чтобы что? Чтобы я жил счастливо, чтобы меня не дергало, и все, что со мной происходило, было легко и приятно. А как ты поймешь, что ты живешь счастливо, и тебя никто не дергает, и все тебе приятно? У меня не будет ссор, у меня не будет падения такого настроения, не будет головных болей, каких-то дерганий, не будет, то есть будет уверенность, будет ощущение счастья, жизни и удовлетворения, то, что я живу. Женя, скажи, а может быть такое, что не будет вообще никаких ссор никогда, и никогда перепада и настроения не будет? Такое вообще может быть? Или Я там думаю, все-таки да. что-то другое? Может, там какое-то твое состояние все равно будет? Ну, как бы, ну, как, это ж неинтересно, как ты можешь с человеком, с родным человеком, с которым ты все время контачишь, да, у вас все равно какие-то терки могут быть. Ну, как бы, просто, может, это в каком-то другом состоянии, настроении, ну, воспринимать это все по-разному, как бы не так, как остро. Но здесь я хотел бы, как с Валерией, например, чтобы не было вот этих нападок друг от друга. Можно просто поговорить, выяснить то, что накипело, без нападок, без нервов, без взаимных обвинений и понимать, что мы как бы стремимся к счастью друг для друга и быть счастливыми самими. То есть Что вполне сейчас можно это. мешает просто поговорить, как бы это все проговорить без нападок. Ну, обвинение или давление, что я что-то должен сделать, но я не понимаю или не готов к этому. А хотелось бы разобрать, да, что, например, мешает. То, что она хочет, например, от меня, да, почему я ей сопротивляюсь. Хотелось бы это все увидеть как бы сверху, чтобы не вовлекаться в эту игру антимира. Мгм. Женя, у меня еще вот уточнение, там, где вот вначале ты говорил, что не позволять или какое-то там другое слово, управлять как марионеткой. Вот там какое ты слово там использовал? Да, не позволять, чтобы мною управляли как марионеткой. Мгм. Ну, первое, что не подсознание как бы не Ну, считывает, да, а как насчет поменять это на запретить управлять как марионеткой? запретить, позволять им управлять мной. М. Или я И отказываюсь мгм.
а, выполнять Где ихнюю волю. вот просто просто какими словами можно вот именно волю проявить? Я отказываюсь играть по их правилам. Я Мгм. отказываюсь подчиняться тому, что не считаю для себя а, благодатью и счастьем. Да. И еще вот по поводу страха предать родину. Ну, ты просто это вскользь так, ну, произнес, да. А вот если туда вот углубиться, получается, что в чем этот страх? Уехать, ну, просто из страны? Когда он возникает? Это вот эта программа, убеждения, как бы хочешь ли ты посмотреть, с чьё оно, как бы когда у тебя появилось, и что ты с ним хочешь вообще сделать, с этим страхом? Я думаю, что это подсознательно. Возможно, хотеть остаться здесь, чтобы разгребсти эти завалы, как будто я ответственный за это. Мгм. Вот. А сейчас понимаю, что каждый ответственный за его дела. Я, в принципе, здесь не приклеен и отказываюсь принимать то, что я должен это делать. Я хочу отвечать только за мои решения и, соответственно, менять их по моей осознанности. Тогда что ты хочешь с этим страхом предать родину сделать во время нашего сеанса? Страхи я хочу убрать. По конам Первотворца, живя по конам, все будет для меня легко. И без этих страхов я буду уверен в себе. Что делать? Могу поступать, как я считаю нужным. Хорошо. Женя, еще 2 вопроса у меня буквально, да. Вот есть что-то такое, что тебе пришло, но ты так решил, ну, это не важно, или это, ну ладно, в другой раз посмотрю? Пока такого не приходило. Мгм. Ну, и вот это хочу обозначить, что все с цельнозором, какие у меня были воздействия, вызывание духов и тому подобное, просматривание канала, я от этого отказываюсь. От всех взаимоотношений с Ильей во всех воплощениях, во всех мерностях отказываю прогибаться под его воздействие, уговоры какие-то или договоры. И еще есть что-то такое, что и хочется сейчас вынести, и колется? Ну, типа, вот как-то там вот что-то не хочу туда смотреть, не хочу сейчас выносить. Ну, это, скорее всего, интима касается. Это порнография, которая была в моей жизни и которая иногда цепляет меня. Вот это, если есть какие-то зацепки, почему меня на это притягивает, я хочу отменить причины. Хорошо, спасибо. Вика, ты там М, включила даже микрофон, что-то хотела добавить? Нет, я не хотела тебя перебивать. Я закончила. Ну хорошо, тогда идем летать. Хорошо. Мгм. Отключаю микрофон. Оля, если что, мама моя Лена, отец Николай. Наверное, это уже Виктория уже запомнила за Мало время ли. вашей работы. Да, ты же будешь работать, как бы. Мгм. Да, Хорошо. Мгм. спасибо. Давай. Так, Виктория.
Ты Мгм. готова? Да. Тогда я посчитаю от 3 до 1. Ты расслабишься и войдешь в эфирное пространство. 3, 2, 1. Виктория, ты в эфирном пространстве. Да. Тогда на счет 3 найди эфирное тело Евгения. Евгений. 1, 2, 3. Что ты видишь? Я была в каком-то пространстве, где как будто бы что-то вот так вот распахнулось, и я слышала голоса, которые говорили, ну, вот так как-то, она идет. Вот. И когда ты сказала найти Евгения, то я прямо услышала шум своих крыльев. То есть взмахнула крыльями, и вот так вижу, что оно считывается петля времени. Короче, вот так, по ментальной карте от сектора интерферентов идет вот такая серая петля, Мгм. а потом она резко, как будто бы другое пространство уже, оно вот так черное. Но петля эта продолжается. Вот туда и сходится в одной точке. Да. Я слышу, что это пространство заключения договоров. Почему-то идет торговых. Хорошо. Отсоединись пока от этого. Да. И на счет 3 найди эфирное тело Евгения. Евгений. 1, 2, 3. Вижу его. Он выходит с той петли, которая вот там, вот эта черная пошла туда, а он выходит, и у него такое в руках, как будто бы такая веревка, на которой что-то вот так, э, это прошлые жизни. И он со мной говорит, что он тут много дел имеет. Говорит, что ему нужно э, поразвязывать публикации. И я вижу, что к каждой этой прошлой жизни, так называемой, оно такие вот пространства. Мгм. Э, Там я считываю в этих черных таких вот пространствах, ну, я вижу, пока я вижу три такие. Подключки идут в сектор магии. И в каждом оно считывается как зажеванное, вот такое какое-то, а там внутри сияет свет. И когда я смотрю туда, то оно считывается, я слышу, что это душа. Мгм. Я его лицо вижу там, в этих искорках. Да. А он такой большой сейчас, вот он выходит с этого пространства и Виктория, снова говорит, что, что ему нужно найти Валерию. хорошо. Виктория, считай эфирное ДНК. Евгений это. Это Евгений, но сейчас я вижу, что он как будто бы приклеен к какому-то, где лоб, э, ну, как говорят, как третий глаз. Такая Мгм. конструкция от сектора магии, вот такой, как будто бы металлическая дуга такая, а на конце этой дуги такая платформа круглая. А он как будто бы вот магнитом примагнитился и вот стоит. То есть это отдельная конструкция, но он как будто бы примагнитился и стоит. Да, это он. Да. Спроси у него разрешения поработать с ним и для него.
Он говорит, распутывает такие вот, как веревки на руках, и смотрит вот так. У него как бы пространство открывается в сектор будущего и говорит, что он с Олей распознал будущее, пораспознавал будущее. Говорит, что он с Оль, что она, ну, что ты помогла ему, говорит, оставить прошлое. Да, дает ли он разрешение Да, он работать с ним дает и для него? разрешение. Да. Мгм. Тогда лучше с чего начать? С лба, с этой конструкции? Да, вот это что-то очень странное, и оно очень такое жесткое. То есть А конструкция жесткая. в чем суть этих энергий? Вот это странное слово, которое мне иногда в сеансах попадается, оно считывается как клямбра. Такого слова не существует, но оно звучит. Что она Имеет, означает? оно одновременно как будто бы штамп и крючок, который как будто бы закрывает дверь этого, вот эта платформа, скажем так. А в секторе магии, сейчас я посмотрю, кто там. Там человеческий фактор. Кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться. Так, я вижу, что там вот Евгений, он находится как бы в таком высоком пространстве. А это вот, эта конструкция тянется, тянется, потом утончается и уходит в другое пространство. А здесь подключка как будто бы это отрублено, но такая тоненькая жилочка осталась, как Мгм. будто бы не до конца отрублена. Сейчас. Да, Виктория, ты не погружайся туда, а просто считывай. Так, нужно приказать проявиться. Кто-то Да, там в я этой приказываю хозяину этой подключки проявиться. м, считывается человек-убийца, и я вижу, что эта подключка идет прямо у него, как бы оно так и считывается, ну, из мужского органа. А, Кто этот Вижу. человек-убийца? Я приказываю им отвечать, кто он такой. Эм, на стол, положил такую, как, фуражку, и считывается как, Сталин, но не сам Сталин, а как бы его отголосок, какой-то информационный сгусток. Под ним, под этим, как будто Мгм. бы мастурбирует какой-то мужчина на этого Сталина. Я приказываю отвечать этому мужчине, кто он такой. Это Илья. Он, вот так за шею держит, а, какую-то, говорит: э, "Моя женственница, моя девственница". Вот так на нее говорит. Это Мона. Он как будто бы ее так придушил очень сильно, и вижу, что у нее голова такая, а, просто как шар такой круглый. А он ее так за шею держит крепко, а сам стоит и вот это делает, эти движения характерные. И он очень сильно черный. И вот так как-то мелькнул этот черный шелковый плащ. Это колдун. Считывается колдун. Я приказываю ему отвечать, что он делает в пространстве Евгения. Он говорит, что он все раскладывает по порядку. Также идет информация, что он агент Кремля. И я вижу, что он вот так раскладывает, вот тоже как эти 3 были такие, как пространство прошлой жизни, а я вижу, что он раскладывает такие
как яйца такой формы, но плоские. Мгм. 3 такие, тоже считываются клямбры. Цвет белый, считывается гипнотическое воздействие, через пространство. Так. И зачем ему это? Сейчас у него изо рта выходят такие змеи, много змей. То есть хвостами они вот оттуда выходят, из нижнего портала, и изо рта вот такие змейки с таким, и они там шипят. И каждая эта змея кусает за пятку. Кого? Вижу в этом пространстве пяту. Мгм. Чья Ну, это пятка? я вижу, что это связано с иллюзиями и с текстами, с какими-то, с информацией о прошлых Мгм. жизнях Евгения. А то, что эти змеи кусают за пятку, как это влияет на Евгения? Оно считывается смерть, удушье, паранойя. И оно имеет такую энергию красную, красного цвета, которая буквально изнутри, э, она вот здесь находится у Евгения. А, ну, как принято считать, пятая чакра, да? Да. Вот. И где сердце. И она вот так как будто подступает снизу вверх и сильно тревожит Евгения. Главный посыл — разобраться. С чем разобраться? Я слышу с гипнотическими проявлениями, и оно считывается, как баба сказала. Ну, в смысле передать информацию из уст в уста, то есть вот какие-то легенды, небылицы о жизни, о прошлых его жизнях. Есть ли у Евгения контракт с этим Ильей? Кто-то сказал, он подал мне руку. Кто это сказал? Я, Я приказываю ему проявиться. я вижу, вот борода, Илья это сказал. Я вижу, как он из его черного пространства протягивает руку к Евгению, в Евгения пространство, а Евгений так вверху, большой такой. А у Ильи маленькое пространство, он такой маленький, сжатый. Он считывается карлик. И считывается, что он умирающее солнце. Виктория, считаешь, что происходило на физике, когда Евгений подал руку Илье? Что это было за событие? Я вижу, как сейчас на физике посмотреть. Да, да, что было на физике? Я вижу, что Евгений смотрит в экран и с экрана вытаскивает какой-то сверток, а он так интересно, таким конусом. И этот сверток разворачивается и на весь экран, и потом как-то заполняет пространство сзади, где зрительный центр. Круг такой с такими вот долями. Это символ цельнозора. Считывается ярлык. Ярлык предателя рода человеческого. То есть я вижу, что таким образом в этот момент Илья проник в пространство, и вот эта энергия предательства, и сразу оживился этот образ Сталина, Мгм.
и я слышу НКВД, то есть вот эти карательные колонны, которые я слышу, гипнотизировали проституцией. Мгм. И как этот ярлык предателя влияет на Евгения? Я вижу, он считывается как зацикленный. Сзади вот этот, где зрительный центр, сзади вот это, оно так и считывается колонна. Ну, как 5-я колонна или какая-то, вот как э, вот так вот. То есть сзади, а спереди вот эта черная магическая а, клямбра. И оно как будто бы зажало его сознание между этих двух плит, между этих двух энергетических составляющих. Виктория, когда с экрана появился этот сверток и заполнил все пространство, и появился этот ярлык, а, подписывал ли Евгений какой-то контракт? Да, я слышу сдать себя Мгм. в наем. Да. Что он получил взамен? Я слышу фантастический дар, то, что ему предлагается. И вижу, открываются ворота, какой-то портал, и оттуда вылетают какие-то блестящие такие, я слышу, эгрегориальные структуры, то есть как такие блестки, э, которые заходят в пространство. А эти блестки, это, я слышу, пропаганда. То есть это не сам, то есть как обертки, знаешь, блестящие, не имеющие смысла. Видит ли это все сейчас Евгений? На что он согласился, что получил взамен, как это на него влияет? Он говорит, что он хотел очиститься. То есть он попался на эту ловушку. Он хотел, говорит, очистить сознание и очиститься, говорит, от прошлых воплощений. Видит ли сейчас Евгений эту ловушку, в которую он попал? Он смотрит, и я вижу, как у него вот эти ресницы такие, да, Мгм. глаза, которые вот, ну, как бы импланты, которые закрывают глаза, и тянутся эти так называемые ресницы в сектор интерферентов. И оно считывается. Это энергия предательства, то есть фашизма. Фашизм – это в первую очередь нелюбовь к себе и предательство себя, своей истинной духовной сущности. Да, кто находится в секторе интерферентов, я приказываю проявиться. Она считывается эгрегориальная структура эго. Мгм. Какой-то, так, слышу дизайн, вижу такое пространство, дизайн человека. И вижу там такое синего цвета много. Вот, и как будто бы изображен там человек, у которого к правой ноге какая-то сущность уцепилась за правую ногу. И он считывается, вот эта сущность, Илья. Мгм. А, А что это за человек, к которому к правой ноге прицепилась сущность? Это кто? Это программа доминирования, эго. Вот этот Да. считывается эгоистический функционал. И кто хозяин этой программы? Я приказываю Да, проявиться. это проект, целый проект. Мгм. Кто хозяин этого проекта? Вижу, что внизу считывается такие, как ступеньки черные,
считывается пирамида. И 3 такие ступеньки, считывается пирамида власти Кремля. Это Кто, мавзолей. да, А кто хозяин внутри, этой конструкции? Мгм. а еще в нижнем пространстве там уже идет сущность, духовная сущность в секторе интерферентов. Какие-то черные крылья, и считывается как дракон, не имеющий жалости, Люцифер. Да. Если Он контракт, считывается сын Бога. если контракт у Евгения с Люцифером этим. Да, есть. Я вижу, что вот как открылась эта дверца в пространстве Евгения, точно так же открылась дверь, как в сердце у этого Люцифера. А это как тюрьма. То есть получается так, и там такой свет внутри. Да. Кто А хозяин этого считывается света? доминанта света, доминанта разума Первотворца, Евгений. М, То есть его частица, его божественного, считывается тоже функционала. Так, и когда она впервые появилась у Люцифера? Ну, вот это я вижу, когда Евгений вытаскивает из экрана вот этот символ цельнозора, Мгм. который считывается пульт управления Кремля. Да. И зачем, для чего Люциферу частичка души Евгения? Ну, я вижу, оно считывается, снова слышу потенциал, функционал, то есть и вижу, как он как бы набирает обороты, силу, и прямо такой, как гремит, так бум-бум-бум, начинает идти и двигаться по направлению к Первотворцу, в будущее. И я слышу, создается будущее, ну, для него. Мгм. Ну, Поэтому пролонгировать жизнь, да. по этому контракту на что Евгений согласился? Я слышу, сдать себя в аренду. А для чего это Евгению? Сейчас я поговорю с ним. Он говорит: "Видишь ли, Виктория". Ага. Говорит: "Когда мы жили там", и показывает, где сектор Первотворца. Он говорит, что мы не знали, что такое распуста. По-украински говорит. Распуста — это Мгм. как это перевести? Ну, та самая порнография, в общем. Ну да, то есть это подмена, я слышу вот так, ответ идет, что это подмена жизни. И он говорит, что мы не знали, он говорит во множественном числе, что такое подмена жизни. Говорит, подмена функционала. И показывает Да. на этого Люцифера, сына Бога, Творца, и он говорит, что он отнял у нас право на жизнь. М, да. Так для чего Евгений подписал этот контракт? С какой целью? Или он просто был обманут? Нет, не был обманут. Считывается, я слышу, свободный выбор. Я вижу, как э, где сектор Первотворца такой идет, как будто бы выступил вниз.
да, такой, как пространство, знаешь, как будто бы внутри много правых ног. Вот так вот, ух, наступили, и это пространство продвинулось вниз. И вижу, как м, ну, просто как ангелы, много ангелов полетели. Да, сейчас Евгений видит, на что он согласился по этому контракту, и что он по нему получил. Он говорит, что в результате этого мы получили, говорит, извилину. М, Имеется в виду какая-то, сейчас ну, просто он говорит извилина, и и вижу вот такой какой-то завиточек, говорит извилину сознания и критерий, извилину, определяющую критерии добра и зла. Опыт, как мы Да. говорим. Он по этому контракту все получил, что хотел? Женя. Он оглядывается и за спину и показывает, как бы смотрит на свои крылья. Они почему-то считываются бумажные. Я спросила, почему они бумажные, а они все исписанные, крылья у него. И как будто бы он говорит, что ему заменили память, Кто что ему ему заменил? навязали, что ему навязали чужую жизнь и чужой функционал. И еще кто-то проявляется в секторе магии, считывает каких-то бумажных дел мастер. Да, кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться. Так, появляется вот такое черное, как вот так вот, как я говорю, галка, да, такая черная Мгм. как-то идет. Да. И я вижу, что туда вставляются вот как будто бы головы людей. Это такая платформа крючкотворства, Так. И какая ее суть? магнетическая штука, да, это программа, а писателей тут много. И то есть это такая программа, в которую как бы, или другими словами, черная миссия, которую люди выбирают. И Да, я и слышу там писарь, потом этот в шелковом, этот маг. Ну, роль этих, это как программы или как миссии, которые выбирают люди, подаваясь вот этому эгоистическому началу. да, То есть и это как кто? компьютер такой, да, центр, внешний центр управления эгоистичными началами. И я вижу, что там находится вся вот эта, м, вот так звучит, мафия. Мгм. И кто хозяин этого центра? Ну, вот Кто это ему мы его уже приказывает? рассматривали, где этот как Мгм. человек, дизайн человека. То есть в Мгм. этом эгрегориальной этой структуре как бы все известно о человеке, все его, я слышу, предательства. То есть все его контракты собраны как Да. бы в одном месте, и человека они как бы вот так, знаешь, дергают, образно говоря, напоминают человеку. Оно считывается как феноменальная память общества. То есть это находится этот объект ам, в сознании всего человечества.
Это не во Вселенной, это в нашей. Оно также считывается как биолаборатория, управление человеческим мозгом. И управление идет, то, что связано с Евгением, через Да. именно Илью, а Илья подключен, он как бы сотрудник, я слышу, кремлевской пропаганды, все технологии. Виктория, вернись к контракту Евгения с Да, Люцифером да. и передай Евгению, что он может расторгнуть его и полностью отказаться от Я всех вижу, воздействий. что это связано вот именно тогда, когда Евгений пошел на сотрудничество с Ильей Мамаевым, и потому что я слышу снова, как Илья говорит, что он протянул мне руку, и снова эта картинка идет, и я слышу, что он говорит, что он согласился не быть собой. Видит ли это сейчас Евгений, на что он согласился? Да, он видит, я сейчас вижу, как он снимает эти импланты, как подводки такие глаз, как женщины рисуют, с этими ресницами. Да. Вот, и он это снимает. Я вижу, как этот экран начинает засасывать внутрь этот, я слышу, феномен возврата. Я просто вижу, как это в эфирном пространстве все происходит, и вижу, как энергосфера Евгения вот так расширяется и выталкивает это все, а в этот экран он захлебывается. Вся эта энергия негативная, вся возвращается туда, через этот экран, к этому Илье. И вдруг Илья как-то свою черную руку, такую сухую, сухая рука у него, отпускает Оксану Монастырскую, и у нее вот этот шар на голове, потому что она как будто бы в шарике, в таком гипнотическом, он разваливается, и она возвращается как будто я слышу, к своему разуму. Вот этот гипноз пропадает. Виктория, Вот. передай ей весь алгоритм освобождения, информацию со своего канала. Я прямо чувствую вот эту, как эту энергию любви и заботы я ей передаю, Мгм. ее божественной душе, и передаю информацию, чтобы она, если она хочет, чтобы она возвращалась к жизни Да. и к принятию своих собственных решений, и отсоединялась от этого колдуна. А Жене передаю, чтобы он приказывал этому колдуну Илье и, естественно, Моне, как она себя называет, пусть забирают их воздействие и получают карму, потому что человек понимает только тогда, когда сам ощущает удары кармы на себе. Мгм. И я вижу, как вот этот ломается эта штука, эта конструкция, которая вот так сдавливала Евгения. И вижу, как заработала эта чакра какая-то здесь, шестая. Да. Она вот так, как Мгм. трубочка, вот так заработала, сквозная, вот так, как будто бы сквозная вот так трубочка, такой вихрь. И сюда, и сюда. И я вижу, как его как будто бы задавило за горло эта черная энергия, но этот свет, как заработала эта шестая чакра, Мгм. то оно начало выталкивать, я слышу, страх, энергия страха, Да. страха предательства. А, ну, она считывается еще как кощунство вот, Мгм. по отношению к Евгению. Я передаю ему, чтобы он приказывал Илье и его этим всем забирать все его
духи, все эти конструкции, и пусть Женя освобождает свою божественную душу с того портала. Я вижу, как его вот эта божественная душа вот с его лицом, как бы из центра этого, скажем так, Люцифера, но это центр такой. Вот. Это не... Это, если это и личность, то духовная личность, и она какая-то бесформенная. Евгений возвращает себе эту частичку души. Да, и я вижу, как это напечатанная жизнь, то есть это искаженная его жизнь, как бумажные крылья отваливаются и уходят. Я передаю Евгению, чтобы он стер со всех информационных полей все эти события, а у него крылья вот так прорастают, просто вот такие выдвигаются, вот такие штуки, а потом крылья появляются, перья, и он выходит с этих эгрегориальных систем, я слышу, паразитических. Да. И я вижу, как у него вот эта нога правая, где был такой сгусток, аморфный сгусток энергии, как будто бы уцепился, как собака к нему. А, Это оно такие, там есть провода, геометрические такие штуки, похожи на аппарат Елизарова, только черной энергии, как будто бы взяли его ногу и сожрали. И такая черная кость. Я передаю, чтобы он вернул своей костной системе силу, возобновил все его функции телесные и приказал убираться этим чужеродным энергиям, и вдруг его нога становится живой. И вот такая большая, ну, я изблизи смотрю, и пальцы так. Вот. Я передаю, чтобы он закрыл все порталы. Да. Вот. Виктория, проверь, расторг Евгений полностью контракт с Люцифером и контракт с Ильей. Я вижу, что это у них держится на Библии, на этих какая-то половина книги. Она считывается как Библия, житие Иисуса. Ну, это как бы... Там почему-то идет вот так: старая Библия и новая Библия. В старой Библии есть пророчество о каком-то мессии из рода Давида. А, здесь считывается, что они, вот этот писари эти монахи и эти колдуны все, что они как бы пришили функционал. Я вижу, как они две разные, старую Библию и новую, сшили в кучу. И новая Библия такая черная вся. То есть получается, что они вот этого буквально считывается, как пришили. К пророчествам о Машиахе пришили вот этот функционал нового человека, то есть этого Иисуса. Да. И как это воздействует на Евгения? Я слышу, что он принял. А, Это вот как блюдо, которое подают. Вот я вижу, как тарелка, на которой пища, такая большая тарелка. Сейчас я считаю этот метафору, что она обозначает. Оно считывается есть все подряд,
Ну, вот мне так идет. Но вот как на тарелке лежат разные продукты, Мгм. ну, и так кушать. И я вижу, что вместе с питательными веществами, то есть с полезной информацией своей собственной, он скушал, я вижу такая черная энергия. Она выглядит как, я слышу, медуза. Да. И какая ее суть, этой энергии? Я слышу приплюсовать, добавить функционал, э, то есть смешение энергий собственных и программ с энергиями и программами Люцифера. И как это воздействует Оно на считывается Евгения? дикая пища. Дикая пища для ума. Как на Евгения И влияет? вот я вижу вот эту платформу, эту тарелку черную у него вот здесь во лбу. Мгм. Она, ну, не у него во лбу, а как бы перед ним. То есть это заменяет его творческий потенциал, потому что на уровне вытянутой руки у человека в его пространстве находится внутренний экран или матрица сознания, куда он выносит формирование своего будущего и разбор, а, как говорится, полетов. То есть мозг так устроен, что постоянно разбирает прошлое для того, чтобы его очистить от чужеродного и очистить настоящее от привязок к прошлому. А у Жени вместо вот это место, оно заблокировано именно вот этой ам, платформой, и я слышу чудодействия. Мгм. Ну теперь понятно. Все эти религиозные, это же все на чудесах. И эти эзотерики тоже, вызывание этих духов-помощников, и это все. И я передаю Евгению, что он, ну, его аспекты, отказывается верить в эти дурацкие чудеса и вызывать этих духов-помощников, чтобы он закрыл все эти порталы окончательно Да. И что и происходит? убирал вот эти импланты, приказывал забирать эти все импланты, этих медуз, этих духов. И в этот момент я вижу, как его вот это, его свет, его эта душа, часть души резко, вот так прям молниеносно, таким скачком вернулась к нему, а вот это все ушло вниз. И эти газеты, ну, как бы исписанные листы тоже М. Женя сжигает, они горят. Я передаю Евгению, чтобы он полностью отсоединился от прошлого и очистил всё его информационное поле от чужеродных энергий, выдумок, сказок, чудесах так называемых, и вернул себе ощущение реальности. Он реален сейчас. А все Мгм. прошлое — это всего лишь иллюзия, а иллюзии нет. Да. И что происходит? В секторе магии происходит, считывается погром, и слышу такой бух-бух-бух-бух, такой, что-то как будто стучит, гул такой, стоит там. Да. Кто находится в секторе магии, я приказываю проявиться. Ну вот, он как бы уходит с таким, грохотом. Этот Илья. И я слышу: разоблачен и повержен. И он напрямую связан с этим, с мафией. Вот, пространство мафии, оно считывается как религиозная мафия, Да. Мы с это этим, пространство тоже Кремлем, обличаем и то есть, проявляем. да. М. И все отправляем на аннигиляцию и приказываем этой мафии убирать все их, воздействия на мозг человека. Да. С И, нашего светлого пространства. с нашего
общего светлого пространства и очищаем этот дизайн человека. Мы втроем. Я вижу, как выходит с этого дизайна человека, то есть с этой матрицы, эм, считывается по-украински, слышу, матрица плюндрування. Плюндрувати — это значит уничтожать самым пошлым и садистическим методом. Это вот эти программы коммунистические, так называемые, а на самом деле фашистские, мафиозные. И оно все уходит. Да. И прямо слышу, как это закрывается этот портал. Знаешь, как вихрь образуется, а это идет все в обратном порядке. Мгм. И Евгений встал на таком, я слышу, пьедестал почета. Его пространство такое большое, и он как будто бы говорит, что про извилину опять говорит. Мгм. И что? Он говорит про извилину. А я вижу, что он ее достал вот так и как будто бы раздает тем, кто по очереди слышу. Они стоят, их, ну, как бы высшие проявления душ человеческих, они вот стоят все и смотрят в секторе будущего, но не очень высоко, а так как бы считывается в соседнем меридиане, то есть это как бы параллельные такие пространства, а он им раздает. Для чего он им раздает? А он говорит, что он делится сознанием быта, определения добра и зла, истины и лжи, право-лево, вверх-вниз. Он делится, я слышу, истинной ориентацией. Истинная ориентация. И я ему передаю, что он полностью очистил его сознание, и вот его вот эта чакра шестая, она вот так вот просто, я ее наблюдаю. Это считывается как центр сознания. Да. И я вижу, что когда она работает, вот она у него работает, то вверх она вот так энергия выходит, как фонтан, и окутывает все его пространство. И я вижу, что и вверху тоже, то есть это как проекция Тора. Сверху Тор, и вот это тоже такие Торы везде. Вот, и оно держит вверху как такой сияющий шар. Что Считывается это? солнце сознания, объект вожделения души, божественное сознание. Вот это как солнце сияющее, это считывается части души Первотворца, божественное сознание. Хорошо. Виктория, считай этот пьедестал почета. Это кому? Что это за энергия? Кто ее хозяин? Я вижу, оно выглядит, это не в его пространстве, это другое пространство, как такая колонна, как Мгм. греческие колонны. Вот. Но он как бы не стоит на этой колонне. А что это за колонна? Что это за Рассчитывается колонна? пьедестал почета. И я вижу на этом, когда я смотрю, там много лиц в этом пьедестале. Да, какая суть этой энергии? Оно суть как бы друг другу встать на плечи, как будто бы люди стоят друг другу на плечах,
считывается вырастание сознания. О, общая коллаборация. То есть коллаборация в хорошем смысле слова. Да. Это прошлый опыт. Весь предыдущий опыт всех поколений, всего человечества. Позитивный опыт. То есть перенаправление внимания с эгоистичного эгрегора. То есть это как два божества. Первый, как бы первотворец, это как верховный Бог, Творец, источник божественных душ. И другой, это Бог эго. А почему Бог? Потому что кому даешь предпочтение. И если человек отдает предпочтение или волю тем программам, то он как бы служит этому Богу, преисподней, этому дьяволу, Люциферу. И этой всей эгрегориальной системе, которая создана для того, чтобы захватывать человеческую душу, которая в наименьших частицах отображает всю суть Святой Вселенной и Первотворца. Хорошо. Виктория, вернись к Евгению и считай страх предательства. Есть еще в пространстве Евгения? Нет, он говорит, что он вернул свою душу. И я вижу, как человек, вот как он, да, он создан, как бы, он состоит из много сфер. Вот как это, ну, я смотрю, он учитывается геометрия человека, то есть его многомерность. Человек многомерный. Очень много мерностей разных. И вот это, где сердце, у него такой, как шар находится, и считывается там. Так, вернусь обратно. Да, Ускользнула. вернись. Вернись к Евгению. Считывается центр сознания души, Мгм. опора человека. Хорошо. Теперь считай контракты с Люцифером и с Ильей полностью расторгнуты. Евгений вот так показывает, как будто бы чистое пространство его, и говорит, что нет. Мгм. Хорошо. А теперь 5-я чакра и сердце. Там была тоже энергия чужеродная. Что сейчас? Ну, это оно ушло, когда вот еще раньше я говорила, оно как бы так задрожало и ушло, сейчас нет. Мгм. Да, Да, только вот я смотрю в шестой чакре, вот она как бы не успокоилась еще до конца. И вижу, там такой опять прорастает черный вихрь. Точно как эти ураганы делаются. что это за энергия, какая суть? Она тянется в сектор магии. И я слышу, человек-предатель сидит за такой книгой. Какой-то человек, опять этот писарь. Так, я приказываю отвечать, кто он такой. Что-то он показывает руку с таким кольцом. А кольцо, такая печать черная, и там просто треугольник, как масонский треугольник. И Так, он ставит этим кольцом как печать. И говорит, что он запечатал. что он запечатал? Так как кто это, надо найти. Да, я приказываю ему отвечать, кто он такой.
Да, пусть проявится, а то он может ответить ложь. И Вот он приказываем говорит, Тарас проявиться. Слободянюк. Что он делает в пространстве, Евгения? Он говорит, он показывает, что он как будто бы шар такой надувает черной энергии. М, Он говорит, что он раздувает коллаборацию. Какую коллаборацию он раздувает? Я вижу, что он в этот шарик берет энергию с нижнего портала, и этот портал идет сквозь его левую ногу и говорит, я писарь, по-украински слышу, ченец, то есть Да, это как бы какой-то служитель, и показывает вот эту печать. Говорит культа предателей рода человеческого. да. И я вижу, И в что? нем проявляется прошлая жизнь. Вот он выглядит как Николай II, а потом такой какой-то человек. Да? Вот его Что? портрет я вижу. Считывается исказитель истории, параноик. Да. А потом еще ниже идет какой-то волхв, Мгм. черный, в черном, и он такой с посохом. Ам, Я не знаю, стоит ли смотреть дальше по его жизни. Давай, как он связан с Евгением? Он говорит, что он его подманул. Я вижу, что он вот так вот пальцами его зацепил, а палец его вот так вот считывается, как рыболовный крючок. Да. И что это было за событие на физике, когда он его подманул? Он показывает вот снова вот эту, как Эйфелевую башню, такое сооружение. Оно считывается Эйфелевая башня, то есть какую-то башню. Она проявилась, раньше была в пространстве Евгения. Ну, когда мы разбирали вот это, когда он присоединился к Илье. И вот я вижу, что Женя тоже показывает вот эту конструкцию черную, как башня выглядит. И говорит, что он подсадил Евгения на крючок, на Мамаева. Мгм. И Да. в эфирном плане это выглядит, что Тарас достает из его третьего глаза просто символ коммунизма. Вот это серп и молот. Мгм. Это Да. разрешение на самоуничтожение человека, коллаборация со смертью. И это связано, я вижу, снова проявляются эти укусы змеи, которые кусают в пятку. Да. То есть, что символизирует смерть человека. Видит ли это все Евгений? А Евгений видит, и он так высоко находится и смотрит так вниз, в те нижнее пространство. А, Тарас считывается как коллаборант со смертью. Да. Передай Евгению, что он может полностью убрать Тараса, все его воздействия, всех этих змей из своего пространства, призывать всю мощь кармы за вредительство ему. Я вижу, как Тарас тянет из сектора принятия решений, как нить такую, а Что там он какая-то находится. болванка черная. И я вижу, что сеанс Тараса и Ани. Аню вижу. Мгм.
и слышу, что Аня прогнозирует какие-то события. Но это происходит потому, что у нее нет телепатического дара, и она просто это гипнотические методы, которые она использует. К телепатии не имеет никакого отношения. И это навешивание ярлыков. Считывается демоническая субстанция. То есть вот эти какие-то прогнозы. Она как бы помогает, то есть они, наверное, делали какой-то сеанс расследования, я слышу. И я слышу запутывание пространства. То есть вот эти методики, которые используют люди, у которых нет дара телепатического, на самом деле они запутывают, они распутывают. И они еще больше усугубляют эти все дела. Почему их сеанс повлиял на Евгения? Он как-то соединился с этим эгрегором, где эти статьи, книги написаны типа про Иисуса с этой ложью. И я вижу, что это вот связано с этой энергией, которая... О, теперь понятно, что это за Эйфелевая башня. Я же сказала, что эта конструкция похожа на аппарат Елизарова, которая как бы кости вот так вот ставит на место, удлиняет. Мгм. И что это за башня? Ну, это как раз и есть этот имплант. Я слышу презрение к себе. Это программа такая, которая заставляет человека вот идти против себя. Вот, и слышу вот эти аспекты Евгения, да. Он говорит, что претензии, он хочет, чтобы не выставлять претензии друг другу. Это прорабатывается на уровне физики, силой воли, да. То есть, человек- это как, он работает по как бы по программам, по наитию, то есть как привык. То есть эти привычки ломаются, и просто усилием воли. Вот делал когда-то вот эти претензии, а сейчас не делаю, сейчас думаю, почему я так думаю, почему я так поступаю и так дальше. Это как раз и есть вот этот имплант, я слышу видение, который вот ведет человека, потому что правая нога именно это ориентир, показывает, на что сориентирован человек на самом деле. Говорить можно много, язык без костей, да? Но действия человека как раз определяют, проявляет ли он волю, чью волю он проявляет, свою или этих эгоистических программ и так дальше. И я Мгм. вижу, как вот снова слышу Тарас, как Евгений снимает этот аппарат и просто Тарасу одевает ему на голову, и говорит ему лжец. И Мгм. этой Ане. А Аня точно выглядит точно так же, у нее голова, как у Моны, да. То есть Мона потеряла свой дар ясновидения, а у Ани его никогда и не было. Но Мгм. зато гипноз. И вот эта голова, как шар гипнотический, оно так и Мгм. считывается. Вот он вот так, такой шарик, и утягивается в сектор интерферентов. То есть это как, я слышу, лживое программирование. Передай Евгению, что он может это все убрать, очистить полностью свое пространство от всего чужеродного, запретить Тарасу запечатывать что-либо в его пространстве. И я вижу, как Тарасу вот эта дверца полетела, которая была открыта в его пространстве. Ну, в пространстве Евгения. А Евгений поднимается вверх, и я вижу, как Евгений собирает, как будто бы вокруг головы Ани находятся такие, считываются пещерки сознания, и он свою энергию оттуда, как жемчужинки, забирает. И Аня получила карму, такой, я слышу, ляпас, как, знаешь, как по лицу бьют наотмашь, Пощечина. пощечину. Вот так она получила эту карму,
Ну, и она такая легкая, не сильная, да, то есть это считывается как предупреждение, Да. вот, лживому языку, вот так идет. Мгм. Она получила Добираю, это. Да, это Евгений. конструкция, вот, да. Помнишь, я говорила, как армированная конструкция М. вот вела? И именно она тоже сыграла тут свою роль. Я вижу, что точно так же, как вот эта колонна, пьедестал почета, когда люди обращают внимание и идут по выполнению своей божественной миссии, по своему духу, то они создают как колонну сознания для общего сознания человечества, то есть это вот создают вот эту предпосылки ноосферы, то есть формированию нового доминантного мышления, позитивного, ориентированного на жизнь, благополучие и любовь между всеми созданиями, или со всеми творениями, э, природа, животные души, человеческие души. Вот. А вот эти магические все пути, это все уходит в небытие. Да. Очистил Евгений полностью свое пространство от Тараса, от Ани, от всех их конструкций. Да, я вижу, как он снимает остаточные вот эту конструкцию с правой ноги и Ане одевает. И вижу, как этот писарь, я слышу, тот, который писал, он писал, а, я слышу, оно считывается как доносы. Доносы, то есть вот эта искаженная мифология про Иисуса Христа, она считывается как донос. А Да. так как в пространстве все здесь и сейчас, то оно считывается буквально к Кремлю. Мгм. Потому что оно все находится в одном месте. То есть, энергетически, это одни и те же энергии, а времени нет. То есть нет разницы, это было там 1000 лет назад или это сейчас, это, в прошлом воплощении или в этом, оно все вот находится в одном месте. Я передаю Евгению, чтобы он полностью очистил вот этот, эгрегор дизайна человека, который сформирован по принципу «я вижу этого человека, повешенного на столбе». То Мгм. есть это проклятие быть жертвой, да, формируется целые поколения людей, которые добровольно принимают вот эту программу быть жертвой и умереть. То есть Да. навязанная идея. И я передаю Евгению, чтобы он собрал со всех тех лживых утверждений и развязал. Я вижу, как эта книга просто распарывается. То есть М. старая Библия и новая Библия. Мгм. Ну, вот эти две библиотеки книг, они вот так как бы были сшиты, Мгм. как говорится, белыми нитками. Оно видно, что это разные части совершенно. И оно вот так распарывается и уходит. Да. А вот эта старая Библия, у нее вот так как-то листочки вот так переворачиваются. И я вижу, как оттуда забираются какие-то моменты, связанные с пророчеством, снова слышу, Мишаах. Мгм. Да. И как это связано с Евгением? Он как бы отсоединился, потому что это не он, и он, ну, как бы это не его миссия. Его миссия, он показывает, говорит, что создать извилину, как будто бы дополнительный мозговой центр для формирования, снова говорит, истины, Да. истинного пространства сознания для человечества.
Хорошо. Виктория, вернись к Евгению и проверь вот клямбра, которая была на лбу. Что сейчас? Ушло это все? Убрали? Его энергосфера вот такая большая, но есть еще остаточные моменты, и она вот так уже такой, она уже не такая большая, выглядит по-другому. Она вот так еще какое-то воздействие, она прозрачная, но я ее считываю. И она вот так идет, как таким, знаешь, спиралью. Вот из шестой, потому что шестая чакра, она заметно выделяется, она неестественна, она еще вот не раскрылась вот так, как все остальные, потому что всех остальных не видно. Чакры видно тогда, когда у них есть какие-то проблемы, вмешательства. Но это, знаешь, как фонтанчик естественный, а когда заткнуть его чем-то, то получается вот такая корона, как будто бы. Вот оно Да. что-то вот такое. И вижу, Что что мешает? вижу, сейчас я смотрю, уходит, где стержень, где ноги, такой стеклянный. э, Так, и под ногами, где его энергосфера, там такой, как черная бусинка такая. Что это за энергия? Какая ее суть? Оно считывается уход в нереальность. То есть оно получается вот как восьмерка. Его пространство, потом такая бусинка, вот оно как прям зажим такой. И такое черное пространство, как зеркальное отражение, как будто бы по горизонту отражается его, считывается сознание в темном капсула, в И каком-то как темном это, капсулярии. и как это влияет на Евгения? Он говорит, что его тошнит. Кто хозяин этой энергии, этой черной бусинки? И я вижу, что к этой бусинке идет какой-то цепь в сектор интерферентов, и там кто-то на цепи привязан, Кто как находится в секторе зверь какой-то интерферентов? странный. Я приказываю проявиться. Что это за зверь? Считывается страж сознания, почему-то на цепи сидит. Сейчас я посмотрю, Так, что он делает, как он это делает. Я вижу, что этот страж сознания, так, страх. Вот эта энергия считала, страх есть стражем сознания. Он, я вижу, эта бусинка, она вот так то расширяется, этот проход, то сужается. И этот страж вот так заглядывает туда, в этот проем, откуда свет идет с его личного пространства. И считывается, как управляет сознанием. Это зеркальное отражение. Что это такое? что это такое? Оно считывается как минус пятое измерение сознания, вот антимира. Так, и кто хозяин этого стража? Я приказываю ему проявиться. Появляется какой-то творец антимира. Я приказываю ему отвечать, кто он такой. Ну, так и звучит Люцифер. Он на самом дне этого черного пространства, этого шара. Да. Есть ли у Евгения контракт с ним, связанный с этим стражем и с этой бусинкой? Да, Женя говорит, что он пришел к нему домой. Что это значит? Сейчас я посмотрю, когда он пришел. Он говорит, что
с незапамятных времен, что он пришел как наблюдатель. Для чего? Он говорит, что этот Люцифер э, говорит, что он организовал хаос. Мгм. А, а Евгений пришел, чтобы быть наблюдателем, посмотреть. Да. И какой контракт он подписал? Какая суть этого контракта? О, Евгений говорит, что он станет сутью этого дизайна человека, вот этого, что я говорила, что синий такой, что он станет центром эгрегориального а, продукта Иисус. Вот называется этот продукт. А для чего это Евгению? Говорит, чтобы разрушить хаос. И вот так руки. Говорит, покончить с хаосом, с деменцией сознания вот этого всего пространства, с антимиром, как мы говорим. Хочет ли Евгений сейчас расторгнуть этот контракт? Сейчас я его спрошу. Он вот так повернулся и вот так как бы достает, где его правая нога, где бедро. Достает какую-то книжку. Да. Что И это за книжка? маленькая книжка такая, вот такая маленькая, как записная, но толстенькая. Вот. И она наполовину белая, а наполовину черная. Да. Он говорит, что это его история. Мгм. Так, я спрошу сейчас, что это за книжка, посмотрю. Да, посмотри. А, я слышу, что это история. Это как, знаешь, как медицинская карта, где записана вся история болезни. Вот в этой книжке тоже записана вся история деменции, сознания антимира. Вот это те люди, которые подвержены духу антимира, у них развивается деменция, шизофрения и любые другие психические расстройства. И что Евгений хочет сделать с этой книжкой? Я вижу, что он вот эту книжку как-то вот так берет, говорит, разложить по полкам. А выглядит это, как будто бы это как такие дороги, к которым вот так идешь, а там как указатели такие. Он говорит распознавательные знаки. Это как сигнальная система внутри человека, которая помогает определять. И он показывает скинуть, буквально скинуть вот этот имплант на правой ноге, то есть вот эту программу самоуничтожения. Да. Он скидывает ее или что-то мешает это сделать? Но он ее скинул, а это как глобальный контракт, он считывается с незапамятных времен. Как будто бы Мгм. времени тогда не было. Вот как-то вот так идет. То есть это как бы предыдущая эпоха. И предыдущая эпоха предыдущего сознания. Да. Хочет ли он расторгнуть этот контракт?
Он говорит, что он пришел посмотреть, определить ориентиры. И я вижу, что он буквально берет эту конструкцию и одевает как на голову этому, вот эту, оно похоже на аппарат Елизарова, и одевает вот это прямо на этого Люцифера. И это становится клеткой для Люцифера. И говорит, что он закрыл в преисподнее Творца, антипода Творца света, Творца тьмы. Я вижу, как он это сделал, так все это темное пространство, которое было под его ногами, на котором он как будто бы был привязан, оно начало утягиваться вот туда вниз, в сектор интерферентов, как спрут такой какой-то. Да. И сектор магии тоже туда уходит. Контракт расторг, Евгений? Да, он расторг этот контракт. Хорошо. Так, тогда, Виктория, посмотри на Евгения. У него была веревка в руках с прошлыми жизнями. Что сейчас? Он говорит, мне неинтересно. Тогда он может убрать эту веревку, А всю ее эту нет. энергию уже нету. Этого ничего Хорошо. нету. Тогда также он говорил, что важно найти Валерию. Скажи Да. ему, пусть он сейчас найдет Валерию. И я вижу, что она тоже как бы в этом эгрегоре находится. Ну, все люди подключены к этому эгрегору. Дизайн человека типа, да? Да. И что он хочет сделать? Для чего он хотел найти Валерию? Я вижу, что Валерия ее энергия находится, я слышу, в центре созидания этого эгрегора. Да. Мы можем передать ей информацию о том, где она находится. Ну, передаем информацию. Она встала, смотрит. Да. И что происходит? А Евгений ее как-то оттуда вот так достал. И сейчас он сидит как царь и посадил ее на ногу. Зачем-то посадил я ее на ногу, как детей сажает. Да. Для чего он ее туда посадил? Он говорит, что она его жена, и я вижу, что он достает ей корону на голову одевает. После этого она встала, и они вдвоем пошли. Он ее взял за руку, и они вот так пошли, где в свет, в сектор Первотворца. Хорошо. Так. Как я понимаю, мы уже сегодня все сделали для Евгения. Да, он вот этот жест показывает, как будто бы струшивает. Да, он струсил прошлое. Показывает, да, энергосфера большая, плотная, крылья. Я все записываю. Мгм. Да. Хорошо. Тогда поднимаемся максимально вверх
Да. Все вместе наполняемся энергией жизни, любви, гармонии, достатка, благополучия. Мгм. Прощаемся с Евгенией и с Валерией. Мгм. Отсоединяйся от них. Да. И от всех и Так, всего. да, проверяй свое пространство, очищай от всего чужеродного, закрывай все порталы. Все Когда чисто. я посчитаю от 1 до 3, ты вернешься в физическую реальность, с которой я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Возвращайся. Классно. Извилины теперь будем вставлять. Здорово. Раздавать. Мгм. Здорово, отлично. Порешали самые главные проблемы. Все решается по мере Осознанности. поступления. По мере поступления. Ну вот, Оля, молодец, помогла мне. Каждый свою роль выполняет, да, Виктория? Мгм. Спасибо за освобождение, девчата. Трудимся дальше. Рады были помочь. Спасибо. А как ты думаешь, мы можем опубликовать это видео? Это можно, конечно. Очень интересно. Да, мне Мне тоже самому будет интересно. самому интересно. Да, вот такое вот дело. Посмотреть. Пошел посмотреть, что он там творит. Знаешь, прошлое, оно такое, знаешь, вот это, как говорят, не берите тяжелого в руки. Прошлое– это вот как какое-то тяжелое, которое вот взял в руки и как чемодан. И бросить жалко, и нести тяжело. А как только решишь, да ну его, и отпускаешь. И вот оно все отпускает, потому что не, все идет от нас. Это не прошлое нас держит, это мы его держим. Оно уже радо там и уйти, потому что оно все время опускается вниз, оно тяжелое, и оно опускается вниз. Но человек все это все держит, не пускает. А что не пускает? Почему? Не потому, что он так хочет его не отпустить. А так, что вот это так устроено, человеческое тело несовершенное, вот эта вся система так устроена, вот эти все программы, блокировки, привязки к эгрегорам, вот эти все, вот это весь комплекс, это как раз и есть те мероприятия или система вещей, которая поглощает человеческие души. А как только начинаешь, то есть работа идет так, и с одной стороны, и с другой стороны. То есть тут мы разбираем аспекты, но нужно еще, конечно же, в первую очередь отпускать, то есть проявлять вот эту волю, отпускать. Да ну его. И это очень важно, это очень важно. Почему я никогда не рыскаю там по другим воплощениям специально? Потому что это не имеет никакого смысла, кроме негативного. Прошлое воплощение, оно стучится только в том случае, когда нужно разобрать какой-то конкретный аспект, который конкретно проявляется в этой реальности физической. Это может быть сон, случай, видение, то есть что-нибудь реальное. Вот во всех других случаях это все демоническая манипуляция. Потому что Мгм. мы проверить не можем, как там было на самом деле. Да? Мы имеем дело с энергиями, с информациями, с убеждениями, несовершенностью нашего сознания. Вот. Но в эфирном плане человек все, что принимает близко к сердцу, к себе, оно все прописывается, ну,
По этой же причине это христианство и было придумано. Люди Мгм. смотрят, как бедненький Иисус там страдал. Вот это я помню, как это было. Я первый раз пошла на Пасху. Вот это у меня с этой Пасхой было, вот это тоже. То есть до этого я на это смотрела как на какой-то бред сумасшедших, да? Какой-то Иисус. Ну, хотя мой дедушка был диаконом. Я помню, как моя подруга позвала меня пойти на этот четверг, ш- какой-то ход, крестный ход, по-моему, называется. Мгм. Вот. И там вот это батюшка так пел, рассказывал про страсти Иисуса, как Он за нас всех умер, и как мы должны принять это, чтобы своей жизнью как бы тоже это посвятить этой смерти. Короче, я помню, как вот это мне как бы зашло это, да, то есть этот момент взлома психики произошел. Мгм. Как мне захотелось что-то сделать для Иисуса тоже. Вот, и года 2 я в этом мурыжилась, пока не обнаружила, что это Филькина грамота, это все, да. Когда вот тогда, на следующий год, когда мой муж тоже вечно тягал по этим церквям, а я не могла понять, почему что мне плохо от этой церкви. Прихожу, прямо могла спать там 10 часов подряд. Я обессиленная была абсолютно. Пока не попробовала это сделать, как его, этот весь их, не знаю, как это называется, короче, исповедь и вот эту просфиру, как это самое, я посмотрела, какой это блуд, какой это вообще ужас. Я сказала, моей ноги там больше не будет. Это все какая-то фигня. Я там готовилась искренне, выдумывала, какие же я грехи наделала в жизни. Что там молодая девчонка 23 года могла уже успеть наделать? Каких грехов? Нужно было в себе выковырять какие-то грехи. И вот это, что это обозначает? Это тоже принятие себя, как Мгм. чувство вины нужно было почувствовать. То есть это тоже контракты вот эти. А он говорит, 5 раз прочитать «Отче наш». А я думаю, а как это? Молитва, разговор с Богом и молитвой наказывать? Ну нет, ребята, это что-то точно здесь не то. Вот так вот. Мгм. Да. Эти все принципы работают одинаково везде. То есть это все вот это масонское, ну, я не знаю про масонов все, да, говорят, что есть подставные масонские ложи, которые там ничем плохим не занимаются. Ну, если то это правда, то мы говорим о тех черных масонах, которые этим занимаются. Чем выше посвящение, тем дальше тянут в эти игры. Ну да, мы же работали с масонами, очищали масонов. Они, правда, не разрешают публиковать эти видео, но там, конечно, жуткие вещи, конечно, выходят. Ну хорошо, благодарим тебя за... И вам спасибо. Аспекты не повылазили, значит, проработал. Некоторые. А что Самое не главное. повылазили? С головой вылезло все. И самое главное. И С страх Валерией тоже. тоже. И страх. Все вышло, все вышло. Мгм. Вообще все. Отлично. Вот. Это Теперь на всегда так физике. бывает. Да. То есть, Подышать, ну, перестроить. смотри, Опять вперед. нужно улавливать, да, то есть Мгм. нужно фиксировать те моменты, когда хочется кого-то обвинить. Ну, программа жертвы так работает. Она работает вне Мгм. нашего сознания, да. Вот. Она так работает, чтобы обвинить других. То есть не в себе, на самом деле во всех проблемах человек сам виноват. Но
Программа так работает, чтобы обвинить других. Зачем это нужно программе? Программе это нужно для того, чтобы увести в сторону от того, потому что если человек начнет задавать вопросы себе, а почему это я вот вдруг Валерию в чем-то обвиняю, да? Сразу найдешь ответ, почему, то есть найдешь в себе эту зацепку. Но если ты начинаешь Валерию обвинять, значит, все, увел в сторону. Программа может спать спокойно. Ты ее не найдешь. Вот это очень просто все, да? Защитная, все хотят жить. Негативные программы хотят жить. Вот. И все. То есть отлавливать эти моменты. Я это отлавливала, конечно. Вот 15 лет назад ходила с блокнотиком, черточки там рисовала, вот сколько раз. Вот это очень работает. Это очень работает, потому что сначала ты на физике, например, так, у меня есть привычка, потому что это не качество человека, а это привычка. Это как научился вдруг ездить на велосипеде. Мгм. В подсознание вошло. Ну, это привычка, да. А привычку вот эту можно поменять на осознанный навык. Например, но это обязательно, да, выполнять какое-то упражнение на физике. Например, можно черточки, маленький блокнотик у тебя есть, маленький карандашик, ты с собой его носишь, и, например, вот есть желание кого-то пообвинять. Ну, я, например, это может быть Мгм. другое какое-то, да. И только желание это возникло, эта мысль, сразу раз себе черточку поставил. И так целый день или 2-3 дня, ну, говорится, там неделю, да, ты это делаешь, а потом считаешь, сколько раз. Когда ты это видишь, ты осознаешь. Или там негативно подумал о себе, о своем будущем, о ком-то, и, ну, любую негативную привычку. И тогда человек осознает, вот день прошел, а я 20 раз о ком-то плохо подумал. Это очень много, да? Или я сформулировал какое-то утверждение, подумал какую-то мысль негативную. То есть любую привычку. А потом начинаешь их отсчитывать. Только эта мысль приходит, а ты сразу, ага, ты уже ощущаешь, энергетически ты ее ощущаешь, и цап ее, да, цап. Так, это вот так звучит. А как ее можно переделать? Это буквально как я вот это ощутила, я уже рассказывала, как все навалилось на одну кучу, да, то есть у меня много очень дел, и то, и я учусь, опять гражданство, и опять экзамен, и опять это, и тут налоги, и обучение, и тут еще сдача. Ну, короче, и то, что я думала, что это растянется где-то на полгода, оно все в один месяц. То есть все нужно в один момент. Я просто помню, как эта мысль начинает такая тяжелая лезть. О, все навалилось, все в одну кучу. Это ж сразу негатив. А как это все разгребать? А я ее цап на подходах остановила и переделала в позитивную. А благодарность – это самое лучшее, что энергетически может зарядить человека. Благодарю тебя, моя душа, благодарю Вселенная, благодарю Бог за то, что вы верите в меня, за то, что человеку уже не дается больше испытаний, чем он может вынести. Значит, если мне это все дано, значит, это мне нужно. И я благодарю Бога, Вселенную и себя, мою священную душу за то, что они доверяют мне, что я могу это порешать одномоментно. Вот все, значит, я себе сразу представила, как я отрубаю эти все хвосты, и сразу, моментально, совершенно другая энергия. Совершенно другая энергия. Буквально как будто бы крылья растут за спиной. Вот. То есть такие упражнения, которые мы делаем, например, вот ходим эти черточки рисуем, еще что-то, с резиночкой можно ходить, да? То есть на протяжении месяца мы меняемся вообще кардинально. То есть мы неосознанные свои привычки меняем на осознанные действия, то есть навыки осознанные.
А потом уже не нужно ни с резиночками ходить, ни с черточки писать. Это все отлавливаем. Мы начинаем уже слышать себя, как бы наблюдаем за собой. Вот. Мгм. Потому что на самом деле весь антимир – это в нас самих. Он не где-то там. То есть идет борьба между нашей светлой частью, вот этими все наши сущности духовные, да, все мерности, и вот этими эго. То есть истинное я противостоит эго. Эти все программы, убеждения, привычки, и пошло-поехало. Да, конечно, оно ниточками привязано к каким-то нижним другим мирам, но мы к этим мирам никакого отношения не имеем. Да, мы там видим, энергетически считываются какие-то сущности, там Люцифер, но он же не здесь, он где-то у себя там. Но если мы имеем внутри своей энергосферы такие же низковибрационные энергии, такие же программы, то мы этими ниточками сознания связаны с ним. И только наша воля решает все, да? То есть раз, и все. Да, убрал, отказался, отцепился. И все, и верить в это нужно, верить, доверять. Вера, знаешь, что такое? Это доверие к себе. Мгм. С горчичного зернышка Вот, вырастает огромное дерево. да, я это прочувствовала, как это, ну, мне страшно, потому что как это все порешать в один момент, Мгм. и сразу же крылья вырастают тогда, когда доверяешь, что если мне это нужно сделать, значит, пришло время это сделать. Да, все в свое время. Добро, девчата. Ну, Пойду добренько. на перезагрузку. Иди, перезагружайся. Всего Спасибо. хорошего. Всего хорошего, Оля. Спасибо. Всех вам хорошего дня. Пока. Тебе Да, тоже. Пока-пока. взаимно. Любви и гармонии.